Принципы строения нервной системы. Что такое неврология? Это раздел медицины, который изучает строение и работоспособность при патологии и в норме. Она состоит из центральной и периферической. Центральная – это два мозга, головной и спинной, а периферическая – это все нервы. А из центральной нервной системы есть еще особые выросты, например, нервус оптикус, которые идут на сетчатку глаза, где уже идет рецепция цвета. Да? Есть еще бульбус ольфакториус, первая пара черепно-мозговых нервов, тоже выросты необычные, где идет обоняние, которое, кстати, при ковиде поражается. Писали что-то 80%, или сначала писали методички 50%, потом писали 80%, да нет, под 100%. Вот, в общем, у нас же отделение это все переболело ковидом, 95-98% сотрудников, вот моих, в частности, неврологии переболело, обоняние вылетело у всех. Итак, головной мозг соединен корпусом каллезом, мозжечок, ликворная система желудочки мозга, продолговатый мозг, понс мозг, собственно продолговатый, и пошел уже дальше спинной мозг. Центральная и периферическая. В периферической нервной системе относятся черепные, спинальные и периферические нервы и ядра. Есть еще вегетативная или автономная нервная система. Все в нервной системе, где бы она ни находилась, все основывается на нейроне. Нейрон – это клетка, у которого очень много выростов. Длинный – это аксон, классический, и коротенькие – это дендриты, с которыми, при помощи которых эта нервная клетка соединяется с другими нервными клетками. Ну, классически так. Но вообще-то эти дендриты могут быть и равны аксону, или могут быть редко длиннее его. Вот сегодня вы слушаете, вот сегодня сколько, 168 человек решило прокачать себе нервную систему, и если вы сейчас не спите за экраном, а пытаетесь напрячь свой мозг, да, вписать в него новую информацию, то у вас после нескольких часов, я думаю, через 2-3 часа активной умственной работы у вас образуются новые связи. У кого-то образуются, у кого-то нет. Образуются дендриты двух соседних нейронов, законнектируют. Называется этот феномен спраутинг, то есть вырост дополнительных нервных окончаний при помощи нейроглии, соединение их в новые образования, новые соединения, новые коннекции, и этот совершеннейший биокомпьютер получит новую сетку какую-то, в которой будет записана новая информация. Для кого-то информация будет просто в логике заключать, для кого-то будут факты, у всех будет разная информация записана. Но вот сейчас у вас в голове происходит именно вот как раз вот этот спраутинг. Но он происходит не так, то есть, что, например, я вам говорю, есть слово аксон, вы его слышите первый раз, и у вас на слово аксон вырастает быстренько дендрит, прицепляется к соседней клетке, и все, вы его запомнили. Нет, к сожалению, не так. Там сначала импульсы, потом идут нейромедиаторы, химические вещества, а потом по пути, к которому они проложили, медленно начинается при помощи вот этого феномена спраутинга. Он был, кстати, изучен, когда нейротрофины исследовали, когда исследовали вещества, которые стимулируют мозг, в том числе, например, церебролизин. Вот. И как раз вот это очень есть красивые видео. Видно, что вот на замедленной съемкой, как снимается, как вот эти вот нейроны начинают коннектировать с друг другом. Все, конечно, построено на потенциале действия. Это потом мы можем проследить в некоторых болезнях, которых мы клинику будем с вами изучать. Потом нервный импульс передается с дендрита на клетку или с дендрита на дендрит, или, например, с аксона на мышцу, передается через синаптическую щель, в которой есть химический передатчик импульса, это ацетилхолин, и фермент, который с ним борется, уменьшает количество его в синаптической щели, ацетилхолин эстераза, вот, передает уже импульс на другую клетку, на другой
отросток соседней клетки или на мышцу. А всю строму, что из нас лужица не получается, а держит какую-то форму при помощи астроглии, которая находится между нервными клетками, которая не только форму головного мозга поддерживает, не только гематоэнцефалический барьер образует. Что такое гематоэнцефалический барьер? Ну, не при каждой же инфекции, не при каждой же вирусемии или бактериоемии, то есть когда у нас в крови циркулирует вирус. Ну, давайте возьмем грипп. Да? Болят мышцы, болят глаза, у нас эти симптомы дыхательной недостаточности могут быть, а в мозгах все чисто, голова нормальная, например, да, менингиальных знаков нету, фотобоязни нету, головной боли нету. Значит, гематоэнцефалический барьер данному вирусу был недоступен, и он не попал в мозговую ткань, энцефалита не развилась. Или, например, при сепсисе. То есть сепсис может дать отсевы в соседние органы, например, в сердце, и развиться бактериальный эндокардит, который потом расплавляет стенки клапанов, и потом будет дефект клапанный, например, да? А может попасть в мозг при сепсисе, то есть будет вторичный менингит, а может не попасть. Вот благодаря вот этой защитной функции нейроглии, которая формирует гематоэнцефалический барьер, собственно, и достигается того, что у нас мозги остаются при части заболеваний нетронутыми. Это очень здорово, что этот барьер есть. Ну и есть, собственно, у нее дополнительные другие функции. Вторая часть — спинной мозг. Вот он так выглядит на секции и на картинке. У нее есть задние корешки, передние, которые сливаются вместе в один спинномозговой корешок. Спинной мозг находится в спинномозговом канале, а спинномозговой корешок идет в отверстие. Здесь может сдавливаться грыжей диска. Здесь же заходит, вот в этом же канале заходит артерия. Эта артерия может грыжей диска точно так же. Это тело позвонка. Потом будет диск, а потом опять позвонок выше. Вот, эта грыжа диска может сдавить и артерию, и нерв. А также эта грыжа диска, если она пойдет медиально, то она сдавит спинной мозг. А вот это остистый. Остистые — это те, которые бугорки вы видите на спине. Вот спиной поворачиваешься, да, пациент к тебе поворачивается, ты видишь бугорочки. Это как раз остистые отростки. В спинном мозге есть серое, там, где ядра клеток, вещество, и белое, где отростки клеток, которые идут вниз или вверх по определенным путям. В мозгах лоб, висок, темя, затылок. У каждого свои функции, причем обильно расположенные по бороздам и зонам мозга, которые все в цитоархитектонике описаны. Мы здесь видим базис мозга, мы здесь видим хиазму оптицы, видим бульбус ольфакториус, вот, видим четверохолмия, вот, и мозжечок здесь убран, вот он здесь на следующей картинке. И корпус каллозум в серединочке, который соединяет, коннектирует два полушария. И здесь не только базис виден, но и внутреннюю поверхность каждого полушария. То же самое видно на секции. Здесь видно ликворные пространства, здесь виден четвертый желудочек, мозжечок, понс продолговатый, разрез четвертого желудочка, где находятся большинства ядра черепно-мозговых нервов. Нейрогистологию особенно не говорим, это у вас было на первом-втором курсе. Проводящие пути соединяют все зоны мозга между собой. В подкорке находятся подкорковые ядра. Подкорки нет подсознания. Вот когда мы в обывательской речи слышим фразу «подкоркой чувствую», «подкоркой думаю», вот, то в подкорке находятся ядра стриополидарной системы. И подкорка к подсознанию отношения никакого не имеет, там немножечко другие функции. Мы тоже с вами в теме паркинсонизма, экстрапирамидная система, мы вот эти подкорковые ядра и их функции будем разбирать. Вот, собственно, то, что я хотел сказать о строении нервной системы. Сейчас я переключусь на чувствительность, а вы остаетесь на месте.